На одной стороне горная гряда, а на другой – бесконечный голубой океан. Между ними обширное озеро. Темные леса, переходящие в классическую африканскую саванну. Это берег хищников. Уникальная африканская арена, поле битвы между охотником и добычей. Эта борьба за выживание разворачивается на сцене, которая меняется вместе с временами года. У природы есть власть давать жизнь и забирать ее. Все подчинены этому правилу. У каждого существа должен быть план по выживанию на берегу хищников. Берег хищников. Берег хищников – это разнообразие различных африканских природных сред на одной территории. В озере царствуют нильские крокодилы. На лугах – львы. А в непроходимом кустарнике господствуют леопарды. Тигровые, черноперые и песчаные акулы охотятся в водах. А бакланы прочесывают изменчивые океанические течения. У них у всех есть стратегия. Но и у добычи есть стратегия. Все эти охотники уживаются на берегу хищников. Они должны быть или сильными, или умными, чтобы пережить зиму. На сотни миль высоко к небу возвышается зубчатая базальтовая гряда. Это грандиозная западная стена берега хищников. Она выглядит враждебной и опасной. Так и есть. Но гряда также является источником жизни для всех внизу. Драконовы горы, Дракенсберг, играют важную роль в сезонном цикле озера и равнин. Летом эти пики оживают. Они кипят и корчатся от удушливых водных испарений. Влага у подножия поднимается вверх и смешивается с горными ветрами. Теплый воздух сталкивается со скалами, что порождает облака, а влага выпадает в саванне. Лето приносит множество дождей. А за ними происходит бурный рост травы. Детеныши импалы бродят рядом со своими матерями. В этом возрасте только мамы могут их защитить. Леса зеленые и густые. Прекрасное укрытие, если вы добыча. Но еще лучше в качестве прикрытия, если вы хищник. Хотя еда в изобилии, идет игра на выживание. Охотник всегда начеку, а добыча никогда не должна расслабляться.
Этот молодой леопард выдал себя. Придется поискать еду где-то еще. К полудню царит жара. На водопое столпотворение. Присоединяется группа бархатистых обезьян. Все барахтаются в воде. Жара заставляет их терять бдительность. А леопард намерен поквитаться за упущенную добычу. Детеныши обезьян слишком заняты играми и не замечают его. Часовой отвлекся. Леопард делает бросок, но промахивается. Молодая обезьяна шустрая, но не вполне. Взрослые обезьяны в шоке. Они очнулись и разозлились. Очевидно, леопарду есть еще чему поучиться. Он не прикончил добычу. Более крупная и сильная добыча уже убежала бы. Но здесь тренировочная площадка дикого мира. Как бы жестоко это ни звучало. Леопард учится. Он больше не котенок и должен сам обеспечивать себя. Ему надо оттачивать свои навыки, чтобы выжить. Обезьяны тоже вынесли важный урок. Имеет смысл быть всегда начеку. Когда берег хищников достигает океана, леса и равнины прерываются открытыми водными пространствами. Это необычное озеро. Сент-Лусия – крупнейшая африканская прибрежная лагуна. Она связана с морем. Но когда летом выпадают дожди, озеро не такое соленое. В открытой воде возятся и веселятся гиппопотамы. В озере их полно. Но оно является домом и для гораздо более опасного жителя. Нильский крокодил. Он царит в этих водах уже тысячи лет. Использовав свои чешуйки как солнечные панели для поглощения утренней жары, сейчас он должен вернуться в воду, чтобы охладиться. Крокодилы могут находиться под водой до 2 часов. Их сердцебиение падает до 2 ударов в минуту.
В этом озере они прекрасно адаптировались для засад. Как вздернутая пружина, готовая выстрелить. Ближе к морю вода становится более соленой, а озеро кишит гнездящимися здесь большими бакланами. Но для молодняка обучение полетам – опасное занятие, потому что за деревьями мелькает безжалостный крокодил. Охота на птиц – это его самое простое занятие в это время года. Оперившиеся птенцы, которые не могут взлететь, промокают и становятся тяжелыми. Крокодилам достаточно плавать вокруг. Родители так заняты кормежкой голодных птенцов, что они не замечают рептилию. Трудно удержать эту кричащую ораву в гнезде. И еще труднее найти для них достаточно еды. Когда крокодил ныряет, он становится недвижимым. Открытая вода, как зеленая призма. Летом буйно растет сочная зелень, а водоросли – отличное укрытие для крокодилов. Но их настоящая тайна находится ближе к берегу. Глубокие пещеры. Под водорослями на поверхности воды извиваются темные тоннели. Это настоящая сеть укрытий. Полости темные. Только вдали мутно-зеленый свет. Промежутки в плавающей растительности дают отличные возможности для наблюдения и прекрасно подходят для атаки. Здесь крокодил, как дома. Он может подобраться поближе и передвигаться, будучи незамеченным. Птицы не знают, что за ними наблюдают. Скрытность окупается. Внезапный бросок. Этот крокодил заработал себе обед в перьях. Воды всего озера проходят через узкий приливно-отливный канал и впадают в Индийский океан. Канал входит в тихие мангровые леса, где скрытные существа ждут совсем другую добычу. Черное мангровое дерево наполняет свои листья ненужной солью и сбрасывает их. Берег из грязи оживает.
Для крабов, живущих в грязи, листья – это пиршество. Но их вокруг недостаточно, и зоны добычи разграничены. Крабы – вегетарианцы, а листья – основа их диеты. Начинается перетягивание. Проигравший возвращается несолоно хлебавший. Между озером и океаном лежит огромный прибрежный барьер – густой лес. Это четкая граница между свежей и соленой водой. Но за покровом леса прячется коварный мир. Это контраст между светом и тенью. Здешние хищники гораздо более скрытные. Габонская гадюка – безжалостный мастер камуфляжа. Ее окрас так ее маскирует, что ее почти невозможно заметить. Даже во время движения. Эта гадюка выработала безупречный костюм из чешуи, подходящий для этой среды. Жертва явно в невыгодном положении. Когда гадюка учуяла добычу, она затаивается и ждет. Это обычная домашняя крыса. В лесу ее дом. Крыса что-то унюхивает, но ничего не видит. К тому времени, как змея затаилась, она почти невидима. Но она сосредоточилась для броска. Похоже, никого нет, и крыса покидает нору. И шагает прямо навстречу неприятностям. Укус быстрый, крыса на свободе, но ненадолго. У змеи самые длинные ядовитые зубы в мире. Крыса умирает в 30 сантиметрах от гадюки. Мощный гемотоксичный яд вызывает внутреннее кровотечение. Это быстрая, но мучительная смерть. У змей нет рук, чтобы разобраться с пищей, поэтому гадюка использует свои длинные зубы, чтобы сопроводить добычу в пасть.
Габонская гадюка отлично воспользовалась своим инструментарием. Этой трапезы ей хватит на 2 недели. За складками леса берег хищников, наконец, сталкивается с океаном. Холодные воды с юга сталкиваются с теплым мозамбикским течением. Эта встреча порождает жизнь. Весной глубокие пещеры и расщелины гостеприимно ждут новых пришельцев. Теплые воды привлекают сюда скрытного хищника с холодного юга. Мелькающая в глубине тигровая песчаная акула обживается здесь и начинает патрулирование. Но она не охотится за добычей. Она ищет самца. Преодолев 800 километров, эти акулы приплывают сюда для размножения. Их задача – днем сохранять энергию, плавая под прикрытием рифа вне течения. Эти каменистые пики – их будуары для спаривания. Некоторые аспекты их поведения при спаривании остаются тайной, потому что все происходит под покровом ночи. Скорее всего, шрамы и царапины на их телах появляются во время спаривания. Но никто и никогда не был этому свидетелем. В теплых водах попадается все больше рыбы. Как добыча годится даже один из этих мозамбикских карасей. Они кучкуются вместе, чтобы формировать большое, более страшное для хищников облако. Для ввода в заблуждение люцианы используют цвет и рисунок на коже. У них есть черная точка наподобие еще одного глаза. Хищнику кажется, что это группа более крупных животных. У этой морской черепахи более простая форма защиты – бронированный панцирь. Ей скоро предстоит откладывать яйца. Ей нужна вся доступная защита. Черепаха путешествовала много километров, чтобы попасть на этот пляж, где она сама родилась. Сильный инстинкт гнездования толкает ее вперед. Ей надо шевелиться, потому что теплая морская вода привлекает к берегу хищников. Самого страшного океанического охотника этого берега хищников. Тигровые акулы едят черепах. Их зубы похожи на пилы. Они могут прорезать панцирь черепахи. Многие здесь боятся эту акулу. Одна из причин, почему скаты стали плоскими, чтобы получше от них спрятаться. У гигантских морских дьяволов не хватает кусков плоти и хвостов. Это следы столкновений с акулами. Этот дьявол должен опасаться нападения. Он может стремительно скрыться при необходимости. Но если никто не угрожает,
Морской дьявол охотится у океанического дна. Он тоже хищник, но его добыча не рыбы. Он ест крохотные плавающие икринки, а также личинки. Чем больше воды дьявол может пропустить через свои особые плавники, тем лучше. Как и на Земле, охотник и добыча адаптируются, чтобы быть на шаг впереди противника. Морской дьявол – это огромный чистильщик, но он не одинок. Есть и другой, настоящий гигант. На песчаные мелководья для кормежки приплывает самая крупная рыба в океане. Китовая акула размером со школьный автобус весит 20 тонн. Это прекрасный хищник, питающийся мелким планктоном. Как и морской дьявол, она, наподобие траулера, бороздит воды в погоне за более мелкой, но более питательной пищей. Акула преодолела сотни километров, чтобы приплыть в эти богатые жизнью теплые летние воды. Пока китовая акула плывет на юг, самка черепахи направляется на отмель. Она цепляется за риф, не отплывает от него, защищаясь от опасности сверху. Но для нее пришло время плыть на поверхность за глотком воздуха. Она делает это не в то время и не в том месте. У тигровой акулы мягкие плавники, но ее челюсти достаточно сильны, чтобы прокусить панцирь. Черепахи ждут покрова ночи. Те, кто выжил, покидают воды, чтобы выкопать гнездо. Несмотря на свои размеры, кожистая черепаха может стать добычей леопардов, шакалов и, естественно, людей. Она медленная. Черепаха весит около тонны. Она выкапывает шахту для яиц и откладывает вплоть до 100 штук. Утомительная работа. Хоть может показаться, что эта работа вызывает у нее слезы, это не слезы. Черепахи выделяют гель, чтобы сохранять их влажными и очищать от песка. Яйца на месте. Последний решающий шаг. Надо их закопать, чтобы они были в полной безопасности. Она устала, ей надо отдохнуть. Но чем больше она здесь находится, тем она уязвимее. Сейчас ей надо протащить свою 363-килограммовую тушу назад в море. Она уже 90 минут без воды. Но вскоре черепаха почувствует прохладное омовение океана. Она не вернется сюда 2 года. Она никогда не узнает, кто из ее малышей выжил. Но через 5 недель земля на пляже начнет шевелиться.
Крохотные, выклюнувшиеся черепашки ломают защиту, которую создала их мать. Повинуясь инстинкту, они бросаются к воде. Они маленькие, длиной всего 10 сантиметров. Для них хищники на пляже еще большая угроза. Если черепашки прекратят движение, то обязательно станут чьим-то обедом. Крабы-призраки тут как тут, чтобы схватить добычу. Некоторым повезет. Они первыми доберутся до воды. Выжившие один за одним исчезают в морских глубинах. Черепашки выживают в океане. Они становятся сильными пловцами. Самки вернутся на тот же берег, чтобы отложить свои яйца. Самцы останутся в море до самой смерти. Под путешествующей черепахой покоится уникальная часть берега хищников. 40-летние обломки кораблекрушения. Памятник присутствию в океанах людей. Стальные мачты и плиты, которые составляли поверхность судна, сейчас являются отличным рифом. Это место притягивает рыб. Сотни крохотных гронтов спасаются в этих обломках от черноперых акул. А любая ныряющая вниз акула вызывает в косяке волну паники. Чем дальше лето, тем больше и больше рыбы здесь собирается, а осенью приплывает скумбрия. В то же время собирается больше акул. Но возникает патовая ситуация. Наверху кружатся акулы, а косяки рыб забаррикадировались в своей крепости из останков корабля. Этот мертвый корабль выполняет важную роль в жизненном цикле на берегу хищников. Когда лето переходит в осень, у акул все меньше добычи. Но вскоре приплывает огромное количество мелкой рыбешки. Ее так много, что она не может вся скрыться в обломках корабля. Акулам стоит лишь дождаться. Совсем скоро появляются до 80 черноперых акул. Все голодные, все хотят поохотиться. Пока акулы готовятся к пирушке, то же самое делает и воздушная дивизия. Бакланы поднимают молодняк. На берегу хищников им нужно подготовиться к нападению. Они не охотились уже несколько недель. Они мониторят поверхность океана в поисках рыбы. Их направление на север, к обломкам кораблекрушения и рифам, где живут акулы. Это их плацдарм. Если они не оставят своих птенцов и вскоре не взлетят, то столкнутся с голодом. Мимо острова течет холодная осенняя вода. Бакланы взлетают.
Им сейчас явно хочется покинуть эти места. Они отправляются за своей следующей добычей. Пока бакланы прощаются с землей, просторы саванны на берегу хищников высохли. Трава становится коричневой, для добычи приходит нелегкая пора. Пришла зима. Огромные стада травоядных зависят от увядающей травы. Им нужно тщательно выбирать свои пути. Для львов это сезон охоты. Сухо, а передвижения животных ограничены недостатком влаги. Но и львам без воды приходится нелегко. Этот прайд вынужден спуститься с возвышенности к одному из немногих оставшихся водных бассейнов на прибрежной равнине. Буйволы в таком же положении. Крупное стадо сгруппировалось у воды. А львы обустраиваются на другой стороне. Хищник днями выслеживает добычу. Буйвол крупный, и у него вредный характер. Буйволы могут попортить львам кровь и будут совместно отбивать атаки прайда. Львы не могут просто ворваться и схватить одного из них, им надо ждать удобного момента. В водоеме квартируют крокодилы. Они тоже ждут. Рано или поздно будет нанесен удар. Один за одним львы приходят в движение. Они расходятся. Их стратегия – глубокая маскировка. Буйвол может заметить одного или двух львов. Но остальные спрятались и ждут момента для нападения. Один буйвол отделен от стада. Он старый и медленнее других. Но при всем этом, чтобы повалить его на землю, требуются усилия всего прайда. Львица-вожак душит бизона. Наконец, тот падает рядом с источником. Прайд с наслаждением налетает на трапезу, добытую с таким трудом. Крокодилы жадно наблюдают из воды. Им ничего не остается, как наблюдать за пиршеством. Это трудная работа – повалить буйвола. Львы берут передышку. На мгновение они оставляют свою добычу без охраны. Это отличная возможность для крокодила.
Им лишь надо затащить добычу в воду. Наконец, крокодилы схватили тушу. Теперь это уже их праздник. Запах привлекает стаю. Но, как и у львов, у крокодилов существует иерархия. Первыми подключаются самые крупные крокодилы. Раздутый желудок – самый привлекательный деликатес. Львы избегают есть содержимое желудка, но для крокодилов это как звонок к ужину. Еще больше приплывает на запах. Начинает самый крупный. Вилки или ножи не обязательны. У крокодилов есть особенный способ разорвать добычу. Он называется смертельное вращение. Подходит для убийств, а также для отрывания кусков вкусной плоти. Крутящие рывки столь сильны, что вся туша вертится на воде. А крокодилы, отрывающие куски мяса, уплывают, чтобы съесть их без соперников. Львы достаточно наелись. Но стадо буйволов не заметило потери бойца. В то время как саванна высохла, прибрежные дюны все еще в сочной зелени. Тропические рифы в зеленой воде. Цветастые косяки рыб уже уплыли. Но обломки кораблекрушения набиты тысячами других рыб. Жирные маслянистые скумбрии. Они очень привлекают голодных хищников. В конце зимы акулы отчаянно нуждаются в пище. К северу дельфины строятся и направляются к судну. Вновь прибывшие рыбы собираются в стаи. Так как корабль занимают другие рыбы, они остаются в открытой воде. Они совершенно не укрыты в океане от хищников. Рыба сбивается все плотнее и плотнее, а бакланы уже тут как тут. Акулы чувствуют трепет неизбежной трапезы и наращивают скорость. Дельфины атакуют первыми. Скумбрии паникуют. Для хищников они не более чем кишащий клубок еды. Столь долгожданная пища в разгар зимы. Дельфины формируют порядки и принимают командование. Они подталкивают скумбрии вверх, к поверхности воды. Как только рыба там появляется, не упускают свой шанс и бакланы.
Они пикируют в глубины, и каждый подхватывает по рыбешке. Но для многих скумбрии слишком крупные. Некоторые не могут их удержать. Снова взлетают и вновь готовы пикировать. Дельфины и бакланы заняты делом. Пришла очередь акул. Их стратегия не блещет разнообразием. Они просто ждут, пока дельфины собьют рыбу в крупной формации. А затем, сломя голову, врываются в ряды скумбрий. Некоторые остаются с носом, но у других в пасти крупная, сочная скумбрия. Мимо курсируют толстые акулы, оставляя следы крови в процессе пиршества. Акулы, дельфины и бакланы атакуют волнами. Но даже в этом хаосе они терпимо относятся друг к другу. Каждый хищник следует своей технике, и рыба поедается одна за другой. Казалось бы, это сильная стратегия выживания – собраться всем вместе. Но, как выяснилось, это поведение скумбрии оказалось смертельной ошибкой. Сначала была огромная стая, а сейчас она уменьшилась наполовину. А грандиозная трапеза продолжается. Стая хищников повторяет те же движения, набрасываясь на добычу. Им нужно максимально использовать такую удачу. Приплывают огромные узкозубые акулы. Они вклиниваются в пиршество и заглатывают рыбу. Дельфины безжалостны. Они выполняют свой долг, не позволяя стае скумбрии распасться. Эта трапеза как великий танец на банкете. Хищники ритмично двигаются, как будто они синхронизированы. В конце концов, пиршество замедляется. Несмотря на огромные потери, скумбрии не уничтожены полностью. Хищники наелись, а выжившие будут размножаться до следующего банкета. Жирные акулы растворяются в водах, бакланы взмывают в небо, дельфины отправляются домой. Холодная зимняя вода сменяется летним течением. Рифы снова приобретают синий оттенок. Возвращаются тигровые песчаные акулы. В летней зелени у львов перехватывает дыхание, а крокодилы могут греться на солнышке. Несмотря на все испытания, добыча тоже благоденствует. Кажется, что доминируют хищники, но сила добычи в ее количестве. Некоторые приносят себя в жертву, но гораздо больше выживает и процветает, чтобы когда-нибудь также стать добычей. Холодный расчет матери природы поддерживает баланс берега хищников. Программа к показу подготовлена компанией SDI Media в 2019 году. Перевод Владимира Зиньковича. Текст читал Владислав Букин.